Король Белиал, наделяющий властью. 68-й дух зовется Белиал или Велиал, могущественный и могучий король, появившийся сразу после Люцифера. Он является в облике двух прекрасных ангелов, сидящих на огненной колеснице. Он говорит приятным голосом, иногда Белиал является как седой, очень высокий и крупный мужчина лет 60, облаченный в дорогие одежды. Его служба заключается в том, чтобы распределять чины и сенаторские привилегии и так далее. Он делает возможной благосклонность друзей и врагов. Он дает призывателю превосходных фамильяров. Следует отметить, что этот король Белиал должен получать от призывателя подношения, жертвы и подарки, иначе он не будет давать правдивые ответы на его вопросы. Но потом он долго может говорить правду, пока имеет проекцию на физический план. Белиал – один из корифеев демонического мира, один из мощнейших инфернов. Он занимается гипнозом, а также высшей каббалой. Его сфера – все, что связано с силами и властью, обретением статуса, сана. Покровительствует магам и астрологам, политикам высокого полета, кардинальским чинам, жрецам, олигархам, магнатам, губернаторам и сенаторам. Верхушка любой организации, высшая власть, самые большие деньги – это его стезя. Может утопить любого политика при желании или наоборот, возвести в любой чин того, к кому будет благосклонен. Мало говорит, много слушает. Соображает с такой скоростью, что может не прийти, просто просчитав в уме все, что вы можете ему сказать в любой вероятности. Вызывать нет смысла, если вам нечего ему предложить. Он берет в оборот только самые интересные таланты и необычные предложения. Если у вас есть яркая, интересная идея, которая может принести огромный успех и деньги, то можно попробовать. Самый опасный демон в Гаэтии. Если вы хотите поэкспериментировать с этим духом, используйте порошок из крови быка и пылающий бренди. Король Белиал может потребовать жертвоприношения, которое носит и сексуальный характер. Поэтому рекомендуется, чтобы во время призыва присутствовал компаньон противоположного пола. Белиал рассматривается как представитель демонической силы Земли. В этом аспекте он является разрушительной земной силой. Это позволяет использовать этот аспект для убийств и некромантии, не говоря уже о предпринимательстве, требующем агрессивных мер. Белиал – демон гаданий, но будет говорить истину только в том случае, если в вас есть могучая власть защитить себя от него. Он может наградить вас силой. Белиал или Белиал на иврите означает «бесценности». По-гречески он известен как Велиар. Среди определенных слоев евреев этот демон считался главным из всех бесов. В поздней Каббале Белиал упоминается наряду с Вельзевулом, архидемоном второго порядка. Белиал – элементаль земли, выдающийся мастер дискуссий, делает человека мудрым, невидимым, любит принимать облик весьма красивого ангела, сидящего на огненной колеснице. Велиал является лидером сынов тьмы и отождествляется с сатаной. Все его владения находятся во тьме, и цель его – сеять вокруг зло и грех, все духи подвластны ему. Ничто иное, как ангел разрушения. В прорицаниях Сивиллы Велиал трактуется как антихрист. Белиал упоминается и во фрагментах Садокитского труда, известного также как Дамасский документ, в котором говорится, что во времена антихриста Белиал будет отпущен против Израиля, как Бог говорил через пророка Исаию 6:9. Фрагменты также повествуют о 3 сетях Белиала, которые, как говорят, являются блудом, богатством и загрязнением святилища 6:10-11. В этой работе Белиал иногда представляется как агент божественного наказания, а иногда как мятежник, как и Мастема. Именно Белиал вдохновил египетских колдунов Иоханея и его брата выступить против Моисея и Аарона. Фрагменты также говорят, что любой, кто управляется с духами Белиала и говорит о восстании, должен быть осужден как некромант и волшебник. Считается, что раньше Белиал был принцем Ордена Добродетелей. Упоминается Белиал и в Завете 12 патриархов. Автор произведения кажется дуалистом, потому что он представляет Белиала как оппонента Бога, а не как слугу, но не упоминает, как и почему это произошло. Симеон о зависти 5:3 говорит, что блуд отделяет человека от Бога
и приближает его к Белиалу. Левий о священстве и гордости 19.1 говорит своим детям выбирать между законом Божьим и делами Белиала. Он также утверждает, что когда душа постоянно обеспокоена, Господь уходит от нее, и Белиал правит ею. Нефалим о естественной благости 2.6, 3.1 противопоставляет закон и волю Божью целям Белиала. Кроме того, в 22 Иосиф о целомудрии пророчествует, что когда евреи покинут Египет, они будут с Богом в свете, в то время как Белиал останется во тьме с египтянами. Наконец, в Завете говорится, что когда придет Мессия, ангелы накажут духов обмана и Белиала 3.3, и что Мессия свяжет Белиала и даст его детям силу попирать злых духов 18.12. Чтиво без сомнения интересное, только не стоит забывать, что евреи очень любили демонизировать всех чужих богов и приписывать им черты, не имеющие под собой никаких реальных оснований. Но как сказка вполне сойдет. Английский поэт, политический деятель и мыслитель 17 века Джон Мильтон в своем произведении «Потерянный рай» отвел Белиалу одно из ключевых мест. В книге Алистера Кроули приводится текст, правда почему-то на португальском языке, чтением которого должен сопровождаться ритуал призыва Белиала. Он управляет 50 легионами духов. Наиболее благоприятное время для призыва – с 30 января по 8 февраля и с 24 по 28-29 февраля в ночное время. Ранг – король. Направление – юг. Стихия – огонь. Планета – солнце. Металл – золото. Растение – коровяк. Цвет – желтый. Благовоние – ладан. Зодиак – водолей. Слова призыва – лирах таса вефа вель белиал.